Беременную женщину в возрасте 66 лет не каждый день увидишь, но врачи в этом не сомневаются. Когда женщина, Карен Коннолли, в конце концов рожает ребенка, в этом что-то не так. И когда врачи провели несколько анализов матери и ребенка, они быстро сделали шокирующее открытие, если бы они только знали об этом раньше. Когда Карен наконец смогла родить своего ребенка, они с мужем почувствовали, что все их трудности остались позади. Может, они и были старенькими, но они были новыми родителями для этого прекрасного маленького мальчика. Это было чудо жизни, которого никто не ожидал. Но, как и во всех историях, в этом был свой поворот. Было кое-что, о чем они еще не знали. Когда врачи, наконец, приступают к проведению некоторых дополнительных анализов Карен и ребенка, они обнаруживают, что им придется проверить это трижды, прежде чем они позволят себе поверить в то, что они видят. С другой стороны, в этом нет никаких сомнений. В воздухе витало что-то странное, и Карен это почувствовала. Карен и Джордж, услышав эту новость, были не в состоянии ничего сделать, кроме как заплакать, когда ее сообщили врачи, которые ходили со свинцом в ботинках. Но что же обнаружили медицинские работники? И как именно 66-летняя женщина вообще забеременела? В этой истории было много вопросов, и мы только начинаем. Когда врачи подтвердили, что 66-летняя женщина беременна, они были шокированы. Они продолжали спрашивать себя, как это возможно, что такая пожилая женщина, как Карен, может носить ребенка в своей утробе. Не только врач был шокирован, но и сама Карен была удивлена этой новостью. Она сама этого не ожидала. Карен обратилась в больницу с жалобой на то, что она чувствовала усталость и тошноту в течение некоторого времени. Она подумала, что, возможно, она заразилась вирусом или чем-то в этом роде. Но самый большой шок она испытала, когда врачи подтвердили, что она носит ребенка, причем в ее возрасте, не меньше. Это была одна из самых странных вещей, которые с ней происходили. Необычное происшествие. Результат теста показал, что она на 4-м месяце беременности. Карен призналась, что в последнее время заметила увеличение своих размеров, но не придала этому особого значения, объяснив это тем, что она вышла на пенсию. Поскольку она не ходила на работу, а в основном сидела дома, отдыхая и хорошо питаясь, она решила, что причина в этом. Хотя для женщины в возрасте Карен забеременеть было возможно, это случалось редко. После того, как врачи ознакомились с этой удивительной новостью, они быстро попытались переключить свое внимание. К ней были привлечены внимание и забота медицинского персонала, чтобы убедиться, что мать и ребенок находятся в добром здравии. С их точки зрения, это был интересный случай, и они хотели посмотреть, что произойдет дальше. Медицинский персонал больницы решил провести дополнительные обследования Карен, чтобы убедиться в ее здоровье и в состоянии растущего плода. После тщательного обследования они поняли, что и у матери, и у ребенка все в порядке. Осознание этого успокоило их, но они не хотели рисковать, поэтому решили кое-что изменить. Врачи посоветовали Карен каждые несколько месяцев посещать больницу, пока не родится ребенок. Они подчеркнули свою приверженность обеспечению того, чтобы у нее и ребенка было крепкое здоровье. Не подозревая о страстном увлечении врачей, Карен думала о другом, когда проходила инструктаж. Поскольку она была немного погружена в свои мысли, то не обращала особого внимания на то, что говорили врачи. Карен была погружена в глубокие раздумья по дороге из больницы к себе домой. До тех пор, пока она не вернулась домой во второй половине дня, она была занята тем, что пыталась осмыслить все, что произошло, и новости, которые она получила из больницы. До нее дошло, что она снова станет матерью. Воспоминание о том, сколько ей было лет, озадачило ее больше всего. Как бы ни удивила ее эта новость, у нее было много сомнений по этому поводу. Она задавалась вопросом, хватит ли у нее еще сил выносить и родить ребенка снова. Все эти мысли заставили ее усомниться еще больше. Она начала испытывать стресс после того, как слишком много думала
о сложившейся ситуации. Карен и ее муж Джордж были женаты почти 40 лет. У них было 3 прекрасных детей, которые поженились и уехали из дома, чтобы жить со своими семьями. Карен можно с уверенностью назвать бабушкой, поскольку у нее уже есть 3 внуков. Карен и Джордж жили всей семьей в одном доме, пока не стали достаточно взрослыми, чтобы выйти на пенсию. Они решили переехать из города, в котором жили, и купить новый дом в тихом районе недалеко от пляжа. Супруги хотели построить просторный дом, который соответствовал бы их потребностям, когда они станут старше. Однако они не хотели тратить на это слишком много денег, поскольку не планировали оставаться там навсегда. Помня об этом, Карен начала искать жилье в интернете. Их мнения разошлись. Карен была крайне удивлена, увидев, что Джордж не был шокирован, как она ожидала, когда она сообщила ему эту новость. Джордж объяснил свою реакцию тем, что у него каким-то образом возникло интуитивное ощущение, что в их жизнь входит что-то прекрасное и удивительное одновременно. Далее он упомянул, что просто не знал, в чем будет заключаться это прекрасное начинание. Оказалось, что Джордж был полностью за то, чтобы снова стать родителем. Он подчеркнул, что воспитание их старших детей было лучшим, что он когда-либо делал. И в результате он с удовольствием сделал бы это снова. С другой стороны, Карен все еще сильно сомневалась насчет ребенка. Ее сомнения по поводу беременности заставили ее задуматься, стоит ли его сохранять. После долгих размышлений Карен, наконец, решила оставить ребенка. Она была особенно решительна в вопросе сохранения ребенка из-за того, что ее дети смотрели на ситуацию с другой стороны. Когда Карен рассказала своим детям о неожиданной беременности, они были немного шокированы и не решались согласиться с мнением своего отца, Джорджа. Позже они пришли к выводу, что если сохранение ребенка сделает их родителей счастливыми, то все в порядке. На решение Карен повлияло мнение ее мужа о том, стоит ли ей оставлять ребенка или нет. Джордж был против этого, потому что считал, что на данном этапе их жизни это взвалит на них слишком большую ответственность. Но Карен хотела пройти через это. После того, как решение было принято, Карен решила пройти через все, чтобы не грозило ей в связи с беременностью. Шли месяцы, и срок родов постепенно приближался. Беременность далась организму Карен гораздо тяжелее, чем у других ее детей. Иногда Карен было трудно встать с постели. Джордж, будучи хорошим человеком, всегда делал все возможное, чтобы его жене было как можно комфортнее. Несмотря на то, что Джордж всегда был джентльменом, его поступки казались Карен немного странными. Она чувствовала, что действия Джорджа по отношению к ней были необычными для него из-за того, до какой степени он увлекся ею. Он вел себя необычно, даже после того, как столько времени был женат. Карен вышла замуж за Джорджа как за человека старой закалки, который был очень привержен классическим гендерным ролям. Карен одобряла качество Джорджа, потому что она тоже была сторонницей гендерных ролей. То, что Джордж что-то делал для нее во время беременности, застало ее врасплох, и она начала беспокоиться, что с ним что-то происходит. Карен не могла перестать думать о том, что Джордж сделал или знал что-то, о чем она совершенно не подозревала, и это было причиной того, что он вел себя с ней так необычно мило. Сначала Карен думала, что ее гормоны виноваты в том, что она передумала насчет своего мужа. По прошествии некоторого времени она пришла к выводу, что ее подозрения окажутся верными. Ровно через 3 недели после родов Карен начала по-настоящему ощущать тяжесть вынашивания ребенка в ее возрасте. В это время ей стало так плохо, что Джорджу ничего не оставалось, как отвезти ее в больницу. Он подумал, что было бы лучше, если бы она находилась под наблюдением медицинского персонала, и поэтому они сняли палату, где врачи могли бы работать круглосуточно и без выходных. По прибытии в больницу бедную женщину быстро осмотрел врач, учитывая ее критическое состояние. Врач понял, что ребенка нужно принимать немедленно.
Срочные роды были предприняты для того, чтобы обезопасить Карен от дальнейшего риска в течение дня. Джордж был благодарен судьбе за то, что вовремя привез жену в больницу. В тот же день роды у Карен были вызваны медицинскими препаратами. Это было сделано для того, чтобы Карен, которая в то время была очень слаба, могла начать процесс родов. Вскоре после того, как у нее начались роды, врачи заметили признаки ухудшения состояния. Они сразу же решили сделать ей кесарево сечение. Но вскоре после этого поняли, что в кесаревом сечении нет необходимости. Роды у Карен были искусственными, потому что у нее было высокое кровяное давление и низкое количество тромбоцитов. Это состояние было вызвано ее беременностью. Врачи беспокоились о ее здоровье и решили вызвать схватки, чтобы избежать осложнений во время родов. В конце концов, это была особенно сложная беременность. Через несколько минут после родов Карен родила естественным путем. Для нее это было нелегко, но врачи старались поддерживать ее состояние в стабильном состоянии на протяжении всего процесса. К счастью, она и ребенок выкарабкались. Все врачи были довольны ситуацией. Они и не подозревали, что их неприятности еще не закончились. Карен с ребенком пришлось провести в больнице еще около недели, чтобы прийти в себя. Джордж тоже всегда был рядом, но, несмотря на это, он, казалось, был полностью сосредоточен на определенном курсе. Его присутствие в больнице после родов, казалось, никак не повлияло, особенно на мать. Первое, что приходит мне на ум, когда я думаю о Джордже и Карен, это то, что они страдали от недостатка общения. Джордж почти не обращал внимания на Карен в течение недели, пока она выздоравливала в больнице после родов. Но Карен не обижалась на него. Она была просто счастлива, что он помогает ей растить ребенка. Он был сосредоточен только на том, чтобы быть рядом с ребенком, в то время как о своей жене он, казалось, заботился меньше. Карен не придавала особого значения его действиям, поскольку больше беспокоилась о своем здоровье. Она и не подозревала, что совершает ошибку, не уделяя должного внимания действиям Джорджа. Это могло стать гораздо более серьезной проблемой, чем она могла себе представить. Больница очень быстро надоела Карен, и после того, как она провела там неделю, ее, наконец, выписали домой. Во время часовой поездки на машине она, Джордж и младенец вели себя очень тихо. Карен и Джордж женаты уже долгое время. Молчание не было для них чем-то необычным. Карен оценила возможность побыть с Джорджем наедине. В последнее время у них было мало времени на себя, поэтому она была рада возможности еще раз поговорить о том, как стать родителями. Не каждому выпадает шанс пережить свою родительскую жизнь заново, и это определенно было то, что она хотела сделать вместе с Джорджем. Карен попыталась поговорить с Джорджем, но он, похоже, не проявил интереса. Она высказала несколько идей о том, как они могли бы воспитывать мальчика и что он думает о том, чтобы снова стать родителем. Она пыталась хоть как-то заинтересовать его, но он почти не разговаривал. Карен начинала раздражаться и пугаться. Что случилось с Джорджем? На поведение Джорджа в больнице можно было не обращать внимания. В конце концов, он только что снова стал родителем. Теперь у нее будет совершенно другая жизнь. Джорджу потребуется время, чтобы привыкнуть, но теперь, когда они возвращались домой, а он даже не разговаривал с ней, что-то определенно было не так. Карен решила пока не зацикливаться на странных поступках Джорджа. Она была очень рада, что больше не находится в больнице. Они приехали домой, и их дети и родственники уже были там, чтобы отпраздновать рождение новорожденного и подарить Карен и. Джордж уделял им все внимание, которого они заслуживали, но Джордж все равно вел себя странно. Семья сразу же влюбилась в ребенка, и Карен была так счастлива. Однако Джорджу, казалось, было все равно. Ему было наплевать на ребенка, Карен и остальных членов семьи. Он вел себя как чужой для всех них. Карен отмахнулась от этого, потому что не хотела, чтобы кто-то волновался из-за ее ситуации, но она действительно начала беспокоиться. В больнице Джордж, хотя и не обращал особого внимания на Карен, долгое время был сосредоточен на их ребенке. Казалось, что все это ушло в прошлое. Даже в их собственном доме,
В окружении своей семьи ему было все равно. Там. Когда Джорджу передали ребенка, он передал его другому члену семьи. С течением времени его поведение становилось все хуже. Карен хотела обсудить это с Джорджем, но не была уверена, что сможет. В последние месяцы он был милым, но сейчас казался просто холодным. Что с ним случилось? Знал ли он что-то, чего не знала Карен? В то время как Карен сидела дома и беспокоилась о Джордже, в больнице начали беспокоиться совсем о другом. В то утро они отправили Карен домой. Она была в добром здравии, и у них не было никаких сомнений относительно нее или ребенка. Но теперь, когда они ознакомились с результатами анализов, они поняли, что должны вернуть их обратно. После того, как Карен уехала, остались без ответа вопросы по нескольким тестам. Их выписали из больницы в надежде, что результаты тестов окажутся нормальными. В конце концов, и она, и ребенок были здоровы до того, как их выписали из больницы. Что могло настолько серьезно пойти не так? Возвращайтесь в больницу. Врачи были более чем шокированы, когда получили результаты анализов. Чтобы быть абсолютно уверенными в правильности результатов, они провели анализы еще 2 раза. Они убедились, что использовали правильные образцы и что тесты прошли гладко и получили тот же ответ, что и раньше. И это сводило их с ума. После 3-кратного проведения анализов они поняли, что необходимо вернуть Карен и ее семью обратно в больницу. Им нужно было вернуться как можно скорее, и они решили позвонить Карен и Джорджу. Им нужно было услышать об этом лично. Супруги были напуганы тем, что могло произойти. Что это могли быть за шокирующие новости? К тому времени, когда семья покинула дом Карен, она была совершенно опустошена. Они с Джорджем собирались после вечеринки и уложили ребенка спать. В этот момент раздался звонок. Карен сняла трубку, так как ожидала, что это звонит кто-то из членов семьи, чтобы поздравить ее. Но это были не родственники. Как только она подняла трубку и услышала, что звонят из больницы, она поняла, что что-то не так. Из больницы не стали бы звонить так скоро, чтобы проверить, все ли в порядке. Они только что вернулись домой. Джордж понял, что звонят из больницы, и застыл на месте. Он думал, что звонок может последовать, но не ожидал, что это произойдет так скоро. Об этом сообщил персонал больницы. Карен сказала, что она, Джордж и ребенок должны вернуться в больницу первым делом на следующее утро. Они сообщили Карен, что обнаружили нечто настораживающее в результатах множества проведенных ими тестов. Она была измучена и на самом деле просто хотела знать, что происходит. Карен чувствовала себя разбитой. Ей казалось, что мир вокруг нее медленно рушится, и она ничего не могла с этим поделать. Они даже не сказали ей по телефону, в чем проблема, оставив ее в неведении по большей части. Но реакция Джорджа была совсем не такой, как ожидалось, и, безусловно, неожиданной для Карен. Джордж сказал Карен, что, по его мнению, у него есть идея о том, что бы это могло быть. Он не хотел поднимать эту тему до того, как услышит результаты, и это еще больше встревожило Карен. Его жена некоторое время пребывала в замешательстве и печали, так как понятия не имела, почему Джордж так странно себя ведет. Но сегодня она, возможно, действительно сможет прояснить ситуацию. Он сказал, что было бы нечестно по отношению к ней, если бы он сразу рассказал ей все, что знал. Но одна эта мысль не давала Карен уснуть всю ночь. Она хотела знать, в чем дело. Она хотела знать, не разваливается ли ее брак, только из-за того, что у нее родился еще один ребенок в столь позднем возрасте. Она молилась, чтобы в результатах не было ничего ужасного, но это казалось маловероятным. Поездка обратно в больницу сильно отличалась от поездки домой накануне. Карен была в напряжении, но Джордж был спокоен. И он тоже старался успокоить Карен. Он сказал, что если результаты будут такими, как он думал, то все будет хорошо. Но Карен все еще волновалась и не могла найти слов, чтобы выразить это. Карен никак не могла успокоиться после разговора с Джорджем в машине. То, что он сказал, еще больше встревожило ее, и теперь она не могла перестать думать. Когда они добрались до кабинета врача, она так нервничала, что не могла держать ребенка на руках.
Джордж взял ребенка и снова попросил Карен успокоиться. Однако ей трудно сохранять спокойствие, потому что доктор выглядит более чем смущенным. Он нервничает и явно не хочет сообщать эту новость. Он словно оказался между молотом и наковальней и не был уверен, как поступить, чтобы не встревожить супругов еще больше. Доктор начал с того, что рассказал об анализах, но так и не перешел к сути. Он продолжал ходить вокруг да около, но пара выяснила, что анализы, о которых шла речь, были связаны с ДНК ребенка. Что-то в личности ребенка не сходилось, и нам предстояло многое обсудить в отношении ДНК ребенка. Карен и Джордж оба ждали этой новости и были по-настоящему напуганы тем, что должно было произойти. Пока врач пытался объяснить, какие анализы они провели, он также заверил Карен, что она и ребенок здоровы, и что ей не нужно беспокоиться по этому поводу. На мгновение Карен смогла вздохнуть с облегчением. По крайней мере, с их ребенком все будет в порядке, а это было важнее всего. Здоровый ребенок – хороший знак. На самом деле проблема была в Джордже. Джордж кивнул и, казалось, точно понял, о чем говорит доктор. Они переглянулись, что несколько встревожило Карен. О чем они ей не сказали? Между этими двумя явно что-то происходило, и она хотела поскорее разобраться в этом. Карен была в отчаянии. Она испробовала все, что могла, чтобы доказать, что Джордж не был отцом их сына. Но все тесты ДНК подтвердили, что отцом был он. Карен не могла в это поверить. Она знала, что что-то не так, но не могла понять, что именно. Но теперь она была близка к тому, чтобы узнать, в чем дело. Анализ ДНК неоднократно доказывал, что Джордж определенно не был отцом ребенка. Его ДНК не совпадала с ДНК ребенка, который был его предполагаемым сыном. Карен была побеждена. Она сразу поняла, что произошло, и поняла, что ее мир вот-вот перевернется с ног на голову. Именно это беспокоило Джорджа дольше всего. Карен старалась не расплакаться, но, взглянув в лицо мужа, поняла, что он уже давно знал о ее романе. Он узнал об этом еще до рождения ребенка. Он знал, что это будет не его ребенок, хотя это был ребенок, который должен был родиться у его собственной жены. Через какое эмоциональное потрясение ему пришлось пройти, чтобы смириться с этим. Он сразу заподозрил, что ребенок не от него, но знал, что ребенок сделает Карен счастливой, поэтому ничего не сказал. Он был готов пожертвовать всем, чем мог, только ради Карен. Была причина, по которой они были женаты так долго, так что их любовь друг к другу не вызывала сомнений. Но это было еще не все. Джордж был любящим и добрым по отношению к Карен на протяжении всей беременности. Он все еще надеялся, что это его ребенок. Он был уверен, что Карен не могла родить ребенка от другого мужчины. Она была не из тех, кто способен на измену. И даже если бы она это сделала, это доказало бы, что он действительно не до конца знал свою жену. Но когда ребенок родился, он понял, что не был его отцом. Было так много обстоятельств, которые доказывали, что ребенок определенно не от него. Интуиция подсказала ему это сразу, и он оказался прав в своем предположении. Однако Джордж был недоволен. Ему было непонятно, какие эмоции он должен был испытывать прямо сейчас. Он попытался наладить контакт с ребенком и тогда внимательно осмотрел его. У ребенка были другие черты лица, другие глаза и волосы, которые не подходили ни ему, ни Карен. Было ясно, что ребенок не от него, но он хотел сделать Карен счастливой, поэтому ничего не сказал. Но теперь пришло время Карен заговорить. Карен рассказала, кто был этот мужчина, и в конце концов поговорила со своим возлюбленным. Они с Джорджем согласились участвовать в жизни ребенка. Они знали, что каждый из них этого заслуживает. Был ли это его сын или нет, Джордж решил остаться с Карен, потому что все еще любил ее. Все, чего он когда-либо хотел, это чтобы она была счастлива, даже если ей придется найти любовь в объятиях другого мужчины.
Их семейная жизнь, безусловно, изменилась. Они не только забеременели в преклонном возрасте, но и столкнулись с нетрадиционными семейными обстоятельствами, о которых никто, даже Карен, не мог и мечтать. Это было непросто. Карен пришлось объяснять своим взрослым детям, что ребенок не от Джорджа. Все были шокированы и немного рассержены, но Джордж держал их в узде и еще раз сказал, что хочет только счастья Карен, и через некоторое время все поладили. И в конце концов, вся семья была счастлива, что является явным свидетельством того, что независимо от того, как сложились ваши семейные узы, вы всегда найдете любовь в самых близких вам людях.